Ребята, всем здорово! Знакомый принес транзистор-тестер, который не подает никаких признаков жизни. Обратите внимание, как он тут модернизирован, прямо на М4 винтах, чтобы не сорвало с катушек его. Итак, родная батарея, скорее всего, дохлая, но я подключил свою. Да не, смотри, родная 9 вольт, живее всех живых. Но я подключил свою, она точно живая. И тут 9,45. Но, к сожалению, никакой реакции нет. То есть должен дисплей включиться и хотя бы какая-то картинка должна появиться. Как сказал знакомый, он измерил кондер, хотел емкость увидеть в блоке питания. Думал, что подсохли электролиты. Естественно, он это сделал сразу же после того, как выключил блок питания из розетки. И, как я понимаю, тут что-то подохло. Здесь питается все очень просто, с одной стороны. С другой стороны, очень глупо. Но, тем не менее, вот здесь должно быть 9 вольт. Не понял, почему не 9, а здесь 5, да? Потому что кремка на 5 вольт, а здесь 1,8. Так, что-то тут странное у меня творится. На входе 9 вольт, на кренке 0. Но это нормально 0. И я, когда нажму кнопку, что-то должно появиться. Да, 6 вольт появилось. И сама кренка, греется как камень. Смотрим, на входе короткого нету, на выходе короткое, наверное, есть. Да. И сейчас нужно найти, кто это. Проще всего это от внешнего лабораторного питания подать 5 вольт. И так будет понятнее. Припаял не очень тоненькие провода, но зато ток через них будет, дай боже, каждому. Итак, запуск. Все, ограничение по току. Сейчас чуть добавлю где-то до 1 ампера, чтобы прямо чувствовалось. Не запускается. И кто у нас греет? Ну да. Сейчас нужно будет купить вот эту 328 новую, но это одна проблема. А вторая проблема это то, что нужно найти прошивку. То есть сначала я ищу прошивку. Если я могу найти прошивку, то тогда я уже начинаю дальше копать. Хотя, наверное, нужно будет сейчас снять микросхему для того, чтобы подать 5 вольт и убедиться, что короткая пропала. Потому что вдруг там еще и дисплей сдох. И тогда вообще нет смысла ничего этого делать. Мне лень расчехлять фен, поэтому сейчас я думаю, что еще чуть-чуть. Ну что ж, проверочка, запуск, вольтажность. На входе по нулям, естественно. А если нажать кнопочку 9 вольт, окей. А на выходе по нулям. А если нажать кнопочку 4,99, как в аптеке. То есть нужно найти где-то отмегу 328. А стоит у нас эта микросхема 3 бакса. Ни многим, ни мало. Например, мега 8 стоит, наверное, бакса 1,5. Да, в 1,5 раза дешевле. Ничего себе. Но хотя у той 8 флеша, а у этой 32 флеша, да? Прошил микроконтроллер. Сейчас будем пробовать. Но пока перепрошивал, у меня умыкнули батарейку. Поэтому сейчас от лабораторника. Так, потребление по нулям. Тут надо кнопку нажать, чтобы он засветился. Я, честно говоря, такой штукой не пользуюсь, поэтому не обессудьте, что я немножко не знаю, как он работает. Здесь стоит диод, переполюсовка ему не страшна. Есть подсветка. Потребление 250 мА, нехило. Уже 170 мА. Нет, это не 250, это 25 мА, извините, уже 17 мА. Но никакой картинки нет, к сожалению. Я только зря потратил деньги на микроконтроллер. Наверное, и дисплей тоже сдох. Слушай, я же фьюзы не трогал, а здесь стоит кварц. Он сейчас запустился на 1 МГц, а здесь стоит кварц на 8 МГц. То есть он бы просто медленно бы работал, но какую-то картинку должен был дать. Слушай, а если он там через секунду дает, а сейчас должен дать через 8 секунд, если он в 8 раз медленнее работает. Давай подождем. Хотя, с другой стороны, кнопку-то он нормально опросил. Хотя кнопка, она может быть на прерываниях. Что-то как будто было. Как будто какая-то... Да, тут как будто все черное было. Сейчас пойду поставлю на 8 МГц. Может быть, ему нужно в нужное время, то есть, допустим, перед включением его нужно инициализировать. И вполне возможно, что ты там отправляешь какую-то команду, и дисплей ждет, что через какое-то время пройдет какая-то подтверждающая команда или дополнительная команда. А время проходит, этой команды нет, потому что все времена увеличатся в 8 раз.
И все, ладно, иду на 8 ставлю и там посмотрю. Итак, поменял фьюзы на тактирование от кварца. Вообще никакой реакции нет. Но программатор его видит, значит он тактируется. Вернул на 8 МГц, но немножко по-другому. Но уже видно, что кнопка срабатывает. Но здесь 8 МГц это такое пограничное состояние, потому что там фьюзы можно переключить как от 0,3 МГц до 8 МГц. Это будут одни фьюзы, то есть при вот таком значении кварцевого резонатора. И также можно переключить от 8 МГц. То есть что так, по идее 8 МГц и туда попадает. Но что-то он на дисплей в принципе отдает. Ну, видимо, здесь прошивка все-таки не та. Итак, еще одна попытка. То же самое, никакой реакции. Я меняю прошивки, он вроде как бы запускается, но похоже, что дисплей левый. Еще хочу убедиться, что он тактируется действительно от кварца. Сейчас я кварц сниму, и если он тактируется от кварца, то он теперь даже перестанет на кнопку реагировать. Итак, видно, что поведение на кнопку изменилось. Честно говоря, поведения вообще как будто абсолютно никакого нет. То есть ни подсветка не запускается. А иногда дисплей как будто вспыхивает. То есть как будто на нем появляется питание. И он не то что вспыхивает, а черные вот эти вот квадратики разбегаются. Сейчас, видимо, с него питание пропало. Как только я нажму кнопку, питание появится. Смотрим. Нет. Нет. Но мне показалось, как будто что-то было. Как будто эти жидкие кристаллы чуть-чуть так джик, дергаются. Итак, попытка номер 500327. Подал питание. Теперь уже видно, что микроконтроллер работает. То есть сейчас он 100% фьюзами настроен правильно. То есть работу от внешнего кварца. И кварц этот на 8 МГц. То есть в этом плане все правильно. Почему нет картинки? Я думаю, это из-за того, что дохлый дисплей. Или не та прошивка, не под этот дисплей. В общем, я здесь все уже перепроверил. Даже поднимал дисплей. Для этого пришлось вот эту стойку расплавленную срезать. Ну, думал, мало ли, может там пайка какая-то. Но не может быть пайка, потому что он работал, все с ним было хорошо. Это означает, что с пайкой все было хорошо. До тех пор, пока не измерили конденсатор, который забыли разрядить. И кажется, что при этом, по идее, должен сдохнуть микроконтроллер. Но похоже, что микроконтроллер с собой забрал еще и дисплей. Точная уверенность у меня будет, только если я возьму рабочий транзистор-тестер, переставлю дисплей, удостоверюсь, что этот дисплей в рабочем не работает, а рабочий дисплей в этом тестере заработал. Да, тогда можно сказать 100%, что виноват дисплей. Сейчас же мне некак его проверить. Мультиметром ты дисплей абсолютно никак не сможешь проверить. Я все, что можно, перепроверил, а именно закинул сюда оригинальную прошивку. Оригинальную прошивку, там есть две разные оригинальные прошивки. Потом есть прошивка на русском языке, прошивка на английском языке, какая-то модифицированная. Потом поменял все возможные частоты, то есть запустил его сначала от внутреннего генератора на 8 МГц, потом запустил его от внутреннего генератора на 8 МГц с делителем на 8, то есть от 1 МГц. Потом запустил его от внешнего кварца, удостоверился, что действительно это внешний кварц, что он именно от внешнего кварца тактируется, потому что на кнопку он реагирует, но стоит мне снять кварц, все, на кнопку реакция прекращается. Это означает, что действительно микроконтроллер тактируется от кварца, и когда ты кварц снимаешь, он уже не запускается. Эти 8 МГц я также поделил на 8, то есть в итоге получил, что ядро контроллера уже тактируется не от 8 МГц, а от 1 МГц. И абсолютно всегда была одна и та же история. На кнопку он реагирует отлично, но никакой картинки нет. И по большому счету, если вы пользуетесь таким транзистором-тестером и вы действительно без него жить не можете, то мой вам совет: закажите сейчас себе еще один, чтобы он у вас был вторым. Подождете его там 1,5 месяца, пока он к вам приедет. Пусть лежит, потому что когда вдруг вы также забудете что-то разрядить, хотя лучше не забывайте, он у вас просто-напросто сдохнет и покажется, пойду куплю микроконтроллер. 3 бакса стоит, 3 бакса. Вот этот транзистор-тестер стоит 6 баксов весь, а тут только микроконтроллер стоит 3 бакса. Потом сколько времени на это все надо угробить, и сколько времени, например, я угробил и вообще результата не получил. То есть это того вообще не стоит. Просто нужно купить себе еще один такой транзистор-тестер, чтобы он просто-напросто лежал дома. И если вдруг у тебя первый твой основной сдохнет, ты тут же заказываешь себе еще один, тот выкидываешь в мусорку, берешь
твой второй, который у тебя есть, и пользуешься. А в это время к тебе идет замена из Китая. Я думаю, это самый правильный вариант. Потому что иначе потрачена куча времени, результата нет абсолютно никакого. И понятно, что подозрение, что это дисплей. Но 100% я не могу быть уверенным, что это именно дисплей. Тут может еще что-то быть. Но вроде аккуратно паял, в микроскоп все посмотрел. Никаких соплей нет, ничего такого, что предвещает беды. То есть все должно быть хорошо. Все должно быть хорошо. Но, тем не менее, только попрактиковался. Ладно, берегите себя, крепкого здоровья, поменьше вам подобного барахла и удачи вам.